Привет всем! Сегодня 6 апреля, и мы приехали в Синджику. Сейчас мы направляемся в легендарное кафе «Алия». Вот мы сейчас уже спускаемся туда. Если вы любите французские тосты так же, как мы, вам обязательно нужно здесь побывать. Это очень известное кафе. Вот посмотрите, слева иностранцы, мужчины, 4 мужчины даже пришли кушать эти френч-тосты. Сладости любят даже мужчины. В общем, это кафе очень известно даже за пределами Японии. Здесь, когда мы пришли, было очень много иностранцев. Эти тосты, дочка не стала есть френч-тост сладкие, она заказала панини. А это вот мой френч-тост. Они невероятно нежные, почти как облако. Это идеально перед нашей долгой прогулкой. И стоят они совсем дешево. Вот этот сет френч-тоста, министронный суп и кофе стоит где-то 2000 йен. У дочки там панини с чаем и с шоколадным пирожным, тоже, чуть поменьше. В общем, очень вкусное кафе было. И теперь мы направляемся в нашу главную цель – парк Синджику-гёен. Мы уже приходили сюда 12 марта, но сакура еще не цвела. Но здесь тоже было невероятно красиво. И этот парк находится в пару шагах от кафе «Алия», где мы только что попробовали сладости френч-тост. И вот мы уже подошли. Здесь было очень много людей со всего мира. И сакура уже начала понемногу опадать. И каждый порыв ветра превращался в розовый листопад. Здесь очень много разных сортов сакуры, от ярко-розовых до белоснежных. Несмотря на толпы, в парке царит атмосфера праздника. Сакура здесь была невероятно шикарная. Очень мы были рады, что пришли сегодня. В общем, смотрите своими глазами. Про этот парк я уже рассказывала в прошлом видео. Поставлю в описании, кому интересно, посмотрите.
Нагулявшись в парке, мы вышли через южный выход и направились в сторону столичного правительства Токио, в мэрию. Прогулка среди небоскребов Синдзюку – это всегда про масштаб. Мы, когда пришли в мэрию, пошли на смотровую площадку, она находится на 45-м этаже. Вход туда бесплатный, но по уровню восторга он бесценен. Всем советую сходить на эту смотровую площадку. А вот там вдалеке виднеется Кабукичо Тауэр, в который мы ходили в прошлый раз. Она у меня есть в прошлом видео. И вот мы подходим уже к зданию мэрии Токио. Вот оно. Здание мэрии Токио – это не просто бетон и стекло. Его создал великий Кензо Танге, чья жизнь сама похожа на монументальный роман. Он родился на Сикоку, в Имабаре, учился в Токийском университете. Кстати, на Сикоку мы недавно ездили, и я ставила видео сюда, на YouTube. Он учился в Токийском университете, но его сердце всегда было связано с Хиросимой. Дело в том, что там он окончил школу, и там же в огне атомной бомбардировки погибли его родители. Представляете, какую внутреннюю силу нужно иметь, чтобы после такой личной трагедии взяться за проектирование парка мира в Хиросиме? Да, он спроектировал этот парк.
Танге стал тем, кто буквально заново отстроил дух послевоенной Японии. Его стиль – это невероятный мост между западным модернизмом и тонкой японской душой. Глядя на эти башни мэрии, теперь понимаешь, почему они кажутся такими величественными и в то же время наполненными смыслом. И вот мы идем на площадку обозрения. Здесь вход бесплатный, и надо подняться на 45-й этаж. Еще пару слов про архитектора Кензо Танге. Знаете, есть особая связь в том, что Кензо Танге родился на острове Сикоку в городе Имабари. В Японии этот город знают все, там делают лучшие полотенца в мире, вкладывая душу в каждый миллиметр ткани. И Танге, кажется, вложил ту же тщательность в свои небоскребы. Архитектор хотел, чтобы это здание мэрии было гражданским собором для людей. Несмотря на то, что это государственное учреждение, оно открыто для всех. В этом и есть настоящая Япония. Величие, которое не подавляет, а приглашает войти и увидеть мир с высоты 45-го этажа совершенно бесплатно. На территории площадки обозрения есть кафе и вот этот милый магазин сувениров. Здесь вот можно купить стамп с именем. Это в основном имена англоязычные. Если у вас какое-нибудь имя, я видела, там было, например, Алис. Если вы Алиса, можете купить стамп с вашим именем. Этот стамп из иероглифов.
Спустившись вниз, мы обнаружили потрясающее место для отдыха прямо перед зданием мэрии. Здесь выставили уютные столики и гамаки. Не верится, что ты находишься в самом деловом районе мира. Настолько здесь было спокойно и уютно. И дочка здесь в гамаке полежала, и я потом. Так классно, я даже чуть не уснула. Очень расслабляет, умиротворяющая обстановка. Даже не верится, что ты здесь отдыхаешь перед зданием столичной мэрии. Там и на травке люди отдыхали, лежали. В общем, если устали здесь, на Синдзюку, заходите сюда поваляться в гамаке. Завершить наш день мы решили в отеле Кейо Плаза. Он находится прямо рядом с мэрией. Мы зашли в Sky Lounge Аврора, который находится на 45-м этаже. Здесь совершенно другая умиротворяющая атмосфера. И здесь вот тоже на высоте шикарный вид на мэрию. Если будете заходить в этот отель, обязательно зайдите, посмотрите и снимите. Обед в лаунже Аврора на 45-м этаже – это прежде всего история про эстетику и вид. Еда здесь вкусная, качественные продукты, красивая подача, но, честно говоря, без эффекта вау. В Японии часто бывает так: в маленьком неприметном ресторанчике где-нибудь в переулке за гораздо меньшие деньги можно получить настоящий гастрономический шок. Здесь же мы платим за умиротворение, белые скатерти и панораму Синдзюку под ногами. Это место больше для души и глаз, чем для изысканных поисков гурмана. Здесь мы заказали салат «Цезарь» и спагетти с креветками в сливочном соусе. И потом еще чашечку капучино. Десерты мы не стали заказывать, потому что мы уже их попробовали в кафе Алия. И здесь как будто время остановилось. Дочка моя веселилась. Мы, полные впечатлений, отправляемся домой. Этот день был длинный, но очень теплый день. И в прямом смысле, и в переносном. Спасибо, что провели его с нами и досмотрели видео до конца. Я ставлю видео каждую неделю. Я делаю влоги про Японию. Я начала
вести этот канал 2 месяца назад. Я живу в Японии уже 33 года. Кому интересно, присоединяйтесь. Давайте познавать Японию вместе со мной. Всего доброго. До новых встреч. А это так, в придачу мы приехали домой. И сейчас сразу же пошли гулять с нашей собачкой Моной. У нас вот тут тоже сакура очень красиво цветет. Решила поставить, показать, какая у нас сакура возле дома.